Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя, вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждую неделю, точный прогноз по стихии, по знакам зодиака на ближайшую неделю. Самое важное, что вам надо знать в ближайшую неделю. Сейчас стихия Земля, знаки зодиака Тельцы, Девы и Козероги. Помните про акцендент. Акцендент, да, влияет на ваше внутреннее состояние, соответственно, он влияет на ваши мысли, на ваши эмоции и по причинно-следственной цепочке влияет на то, что с вами происходит. Ведь то, на чем вы концентрируетесь и о чем вы думаете, то и происходит в вашей жизни. Иногда мне задают вопросы, что, мол, не совсем то, о чем мы думали. Тут мы говорим о состоянии и о результате. Вот то состояние, которое вы излучаете, вы и притягиваете. Тот результат, который вы излучаете, тот вы и притягиваете. Поэтому помните, что от вашей концентрации очень много зависит. Ну и, конечно, акцендент, он, да, влияет на то, как вы думаете, о чем вы думаете и на ваше состояние. Сейчас, в конце видео карта на исполнение желания и дополнительный совет от послания стихий. Так что смотрите видео до конца, чтобы получить полную информацию. Ну что, сосредоточьтесь на себе любимых, как всегда. Сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Вы знаете, я в основном, когда я предсказываю, что бы я ни рассказывала, я все равно стараюсь тоже улыбаться для того, чтобы поток позитивной энергии шел к вам. Каждое мое видео, я вот снимаю видео только, когда я в нормальном, позитивном настрое. Если есть какие-то задачи, которые меняют мое состояние, я честно вам скажу, я карты не беру. А еще что происходит у меня... Уже выработалась такая привычка, кстати, вы можете так вырабатывать свои привычки, что когда я беру карты в руки, меняется мое состояние. Когда-то я должна была научить себя входить в ресурсное состояние, чтобы предсказывать. И со временем это стало привычкой, когда беру карты в руки, в 99% у меня меняется состояние, и, соответственно, я вхожу в ресурсное для того, чтобы предсказывать. Вот так вырабатывается привычка многократным повторением. Но, конечно, если не сработало, то тогда я не предсказываю в тот день, в то время, когда мое настроение оставляет желать лучшего. Я же всего лишь тоже человек. Ну что, мои дорогие, давайте начинаем с тельцов. Самое важное, что вам надо знать в ближайшую неделю. Самое важное, что вам надо знать в ближайшую неделю, что бы ни произошло, вы уже хуже не будет. Что-то вы притянули, и, может быть, оно вам не нравится, может, вы очень сильно переживаете, волнуетесь, злитесь, обижаетесь на себя, на других, и держите себя вот в этом состоянии стресса, в этом состоянии постоянного напряжения. И, соответственно, вам кажется, что все вокруг рушится, что все вокруг плохо, что все плохие, я плохой. Ну и вот это состояние, в котором вы, можно сказать, будете пребывать. Обойти это можно, избавиться тоже можно. Обойти это можно. Во-первых, не усугубляйте ситуации, если даже происходит что-то, что вам не нравится,
Не усугубляйте это, не циклитесь на этом. Ну, первое, любая ситуация имеет выходы как минимум. Два. Второе, да, я знаю, что вам тяжело поверить, тяжело понять, что все-таки то, что происходит, притянули вы сами теми или иными мыслями, эмоциями, отношением к чему-то. И, соответственно, принимая людей такими, как они есть, и принимая даже ситуации без сумасшествия, знаете, без вот этого вот сумасшедшего желания, без вот этого страха, вы можете изменить все ситуации, которые происходят. Ну и что еще могу сказать, что вот по этой карте эта ситуация, которая может произойти в ближайшую неделю, вы ее притянули для того, чтобы что-то понять. У вас есть непонимание какого-то человека или какого-то чего-то, и вот эта ситуация придет для того, чтобы у вас пришло понимание и очищение. Эта карта еще говорит об очищении, об освобождении от всего, что вам мешает. Это может быть как и работа над собой, а также это могут быть какие-то ситуации, которые вам откроют глаза и покажут истинную картину происходящего. Да, не всегда нам нравится увидеть правду, понять правду, осознать правду. Но только осознавая и принимая это, мы можем понять и очиститься, и освободиться от того, что нам мешает. Кстати, для тех, кого интересует здоровье, обязательно, особенно если вы знаете, что с вами, и особенно если есть какие-то заболевания, все-таки придется показаться врачу может быть, у некоторых из вас, насколько я вижу ситуации, нужно или добавить что-то в лечении, или поменять что-то в лечении, потому что вы не ощущаете улучшения. В отношениях, смотрите, если произошла ссора или разрыв какой-то, то вы слишком эмоциональны, вам нужно время, и вторая половинка, и партнер или партнерша тоже слишком эмоциональны, и, соответственно, нужно дать себе и партнеру какое-то время для того, чтобы успокоиться и действительно более реально взглянуть на то, что произошло. Есть недопонимание, и оно есть обязательно, если вы не смогли решить задачу, решить вопрос мирным путем. Поэтому смотрите и дайте себе время, отойдите от ситуации, от любой. Кстати, это не только межличностные отношения, это и ситуации в работе, и ситуации в бизнесе, и ситуации, соответственно, со здоровьем. Не хватайтесь за них, не кричите сразу, что все потеряно, что все пропало, что все плохо. Вот чем больше вы будете на этом концентрироваться, тем больше плохого вы будете к себе притягивать. Тут главное успокоиться и усилием воли заставить себя увидеть свет в конце тоннеля, увидеть другую сторону ситуации. Если это межличностные отношения, может быть, посмотреть на точку зрения другого человека с разных сторон. Что-то долго я сегодня. Так что смотрите, выбор ваш. Да, и знайте, что если все-таки какие-то ситуации, какие-то люди вот отходят от вас, это нужно вам. Может, вы не сразу это поймете, но со временем вы это поймете и будете дышать полной грудью. Девы, смотрим у вас, что вам важно знать. Останавливаться еще рано. Надо продолжать бить в точку, вот именно вашу цель, именно то, что вы хотите.
Все, что будет происходить в ближайшую неделю, покажет вам правильный путь и путь к победе. Но это именно ваши действия. Вы будете вот эта уверенность в том, что вы все делаете правильно, она действительно, это действительно правда, это действительно то, что есть. Это не так, как вот я сказала, что для тельцов во многих случаях их эмоции будут застилать настоящие ситуации, настоящее то, что правильное, то, что действительно происходит. У вас нет, у вас как раз наоборот. Все, что будет происходить, и ваше отношение к тому, что будет происходить, будет правильным и будет вести вас по умолчанию туда, куда вы хотите прийти. Это и в отношениях, и в работе, карьере, и бизнесе, и в здоровье. Здоровье, если у кого-то есть какие-то заболевания или какие-то проблемы со здоровьем, все-таки да, вам надо будет действовать, принимать какие-то там препараты, наверное, какой-то. Кстати, тут еще кроме препаратов идет какой-то еще вид лечения, например, массаж, мануальная терапия, иглоукалывание. Вот это все я вижу. Оно будет благотворно влиять. Поэтому смотрите, думайте, выбор ваш, но неделя у вас, образно говоря, шестерка жезлов – это победа, промежуточная победа. Конечно, есть еще что делать дальше, это не завершение проекта, но это уже определенная победа, определенные результаты и определенное удовлетворение собой и тем, что происходит. Козероги. У вас, мои дорогие козероги, перед вами встанет выбор, очень серьезный выбор, и выбирать надо сердцем. Помните, что ваша интуиция, сердце, ваша интуиция, ваше подсознание могут вам помочь, поэтому не спешите, не пытайтесь, можно сказать, сделать выбор спустя рукава. Все-таки сконцентрируйтесь на том, чего вы действительно хотите. Это может касаться как работы, карьеры, бизнеса, это может касаться также и межличностных отношений. Действительно, чего вы хотите, именно на то и бейте, именно на том и стойте. Единственное, что, как я всегда говорю, особенно в межличностных отношениях, не пытайтесь решить вопросы скандалами и раздражением. Это, во-первых, не даст вам правильного выбора, но тоже, во-первых, только может усугубить ситуации. Кстати, еще по влюбленным благоприятная неделя для улучшения отношений и для сближения. Если говорить о здоровье, вот тут может стоять вопрос между оперативное вмешательство или нет, такой врач. И тут я бы посоветовала взять несколько мнений. Может посетить не одного врача, а двоих, для того, чтобы полностью видеть и иметь картину того, что происходит и что же делать для выздоровления. Ну и общий совет для стихии Земля. Видите, остальные знаки зодиака я рассказала быстро, потому что более позитивные карты, тут нет негативных карт, но тут карта с подводными камнями, поэтому пришлось много объяснять. Ну и общий совет. Не бойтесь строить долгосрочные планы. Помните, что планы – это хорошо, ваши действия – это еще лучше. И все-таки прислушивайтесь к своему внутреннему состоянию, когда вы строите долгосрочные планы. Ваше внутреннее состояние покажет вам, как двигаться в сторону достижения. И, конечно же, с долгосрочными планами помните, планируете вы результат, а вот как вы будете его достигать. Вы начинаете двигаться,
И Вселенная вам покажет, как достигать. Не бойтесь уходить от ваших сценариев. Когда происходит что-то, вот не так, как вы запланировали именно сценарий, не бойтесь. Я знаю, что для стихии Земля очень важно планирование. И когда ваши планы не совсем идут, вот то, что вы захотели сделать, не совсем то, что надо сделать, вы начинаете нервничать и подвергаете себя стрессу. Помните, Вселенная знает, каким образом лучше достичь того, чего мы хотим. Ну а теперь загадывайте желание, думайте о вашей цели и, конечно, ваши вопросы. Посмотрим, что же посоветуют по этому поводу послание стихий и, конечно же, дополнительный совет от послания стихий. Делать все надо именно с вдохновением и страстью, говорит эта карта. Первый совет. Единственное, что не позволяйте силам своей страсти разрушать и обратите эту силу разрушения в силу созидания. Это говорит о том, что иногда своими порывами, своими эмоциями мы можем и разрушить. Соответственно, надо обуздать, прежде чем принимать решения, прежде чем двигаться в сторону исполнения желаний, например, мы должны преобладать, должен вот эта уравновешенность в нашей голове, вот наш ум и наше подсознание должны быть уравновешены, иначе мы можем и разрушить. Поэтому вот это надо смотреть осторожно. Также по этой карте старайтесь отпускать ситуации. Если вы не будете отпускать ситуации, то вы отдаляете исполнение желания, достижение цели и, соответственно, ответы на ваши вопросы. Вот ваше вот это вот состояние, вот скорей бы, оно вам может помешать. Поэтому все-таки обуздайте свои страсти, обуздайте вот это свое желание, важность, уберите важность. Я не знаю, как самое лучшее определение вот этому всему у Вадима Зеланда, которое называется важность. Хотите, чтобы желание исполнилось, подходите к нему без важности. Я понимаю, что если это желание, значит, вы бы хотели этим обладать, значит, если это вопрос, вы бы хотели получить ответ на этот вопрос, но когда вы держите всеми фибрами души за ситуацию, вы не даете ситуации развиваться и не даете получить то, что вы хотите. В ближайшую неделю вот вам надо будет обуздать страсти для того, чтобы ваше желание начало исполняться, и для того, чтобы ваша цель была приближена, и, конечно, чтобы вы получили ответ на интересующий вас вопрос. Вот такая непростая неделя у стихии Земля. Ну, слушайте, контролируйте свои мысли и контролируйте ваши эмоции, тогда недели будут меняться и будут идти в лучшую сторону. На сегодня все. Ну, а я, в свою очередь, желаю вам счастья по умолчанию. И помните, счастье – это состояние души, и оно не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, видео выходит каждый день, ставьте лайк для обмена энергии, и ваши лайки помогают, это благодарность мне за мое творчество, и, конечно, они помогают развитию канала. Ну и, конечно, комментарии. Мне очень важно знать, как у вас проигрываются расклады. С вами была Женя. Увидимся скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока.